you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые внутриканальные наушники от компании TRN стоимостью $20. И приходят эти наушники в небольшой по габаритам коробке с приятным оформлением, где на лицевой части здесь были изображены дельфины, есть логотип компании и, конечно, указано название этой модели Dolphin. Ну а здесь уже указан адрес производства и присутствуют различные сертификаты. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм с LCP диафрагмой, но чувствительность составляет 106 дБ и они получили сопротивление 32 Ома. И на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Набор силиконовых амбушюр. Инструкция по использованию наушников. И небольшой мешочек для хранения наушников. Эти наушники очень небольшие, они были выполнены полностью из металла с выпуклой лицевой панелью. Здесь у них находится разъем 2 пин для подключения кабеля, а еще рядом была указана маркировка канала и название этой модели. А на внутренней части можно увидеть как первое отверстие для компенсации, так и второе небольшое отверстие, которое располагается уже рядом со звуководом, который был выполнен из металла, имеет длину 4 мм, диаметр 5 мм и получил небольшой выделенный бортик для более лучшей фиксации амбушюр. И, конечно, он был прикрыт защитной металлической сеточкой с узором. Ну а поскольку эти наушники небольшие, то сидят в моих ушах они очень хорошо, и с посадкой тут реально все отлично, как и со звукоизоляцией. И по сути вы их просто вставляете в ухо, подбираете подходящие для вас амбушюры и можете буквально сразу наслаждаться прослушиванием любимой музыки. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников TRN Dolphin. Эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины и с последующим переходом к области верхней середины, где усиление в этом диапазоне будет выполнено даже чуть выше уровня моего таргета. Поэтому эти наушники звучат в этой области довольно энергично, и вокал прям явно выходит на первый план. К тому же высокие частоты тут имеют заметное подчеркивание и точно обладают более светлым и ярким характером, но зато они довольно продолжительные и лишь плавно затухают уже после 15 кГц, что является хорошим результатом. Но давайте все же обсудим, как все это ощущается на практике. Низкие частоты в этих наушниках получились действительно сбалансированными и очень грамотно настроенными. Они ощущаются полноценно, с хорошим фундаментом и очень явной телесностью. Сам бас уходит достаточно глубоко и не просто уже намекает на себя, а реально добавляет необходимого объема и глубины, создавая приятное ощущение некоторой подложки в треке. А мидбас играет не менее важную роль. Он упругий, с очень выраженным панчем, но без какой-то лишней рыхлости или раздутия. Все удары ощущаются довольно собранно и с хорошим контролем, благодаря чему бас тут не расплывается, держит форму и четко вписывается в общий микс. Но за счет структурности и контроля появляется очень такая живая ритмика, где бас задает драйв, добавляет эмоций при прослушивании и словно всегда подталкивает трек вперед, но при этом точно не перегружает и не утомляет. И подача на выходе остается комфортной, но не сухой и не мониторной, поскольку в ней все же есть такая легкая добавленная теплота и естественная телесность, но без ухода в какую-то басхедную историю. И в итоге получается буквально удачный баланс, когда сочетается и точность, и контроль, и достаточное количество массы и объема. Бас здесь точно не пытается впечатлить сверхогромным количеством, а просто делает свою работу правильно. И именно за счет этого звучание воспринимается цельным, живым и вовлекающим. Ну а средние частоты тут получились действительно насыщенными и довольно энергичными. Они звучат плотно, уверенно и без ощущения какой-либо зажатости, за счет чего вокалы и инструменты подаются очень близко, читаемо, без мути, и при этом есть неплохая прозрачность, за счет которой звук не кажется вам каким-то перегруженным и сохраняет характерную
невероятную легкость и ясность. Да и по разрешению для своей цены здесь все на очень даже хорошем уровне, поскольку детали не теряются, все нюансы в вокале и инструментах считываются легко, и даже в более плотных моментах середина не сваливается в непонятную кашу. И во многом это как раз заслуга достаточно быстрых, как для динамического драйвера, переходных процессов. Атаки отрабатываются довольно четко, без вялости, и за счет этого подача ощущается уже более живой, собранной и ритмичной. Но вот, конечно, по тембру вокал все-таки мог бы быть чуть натуральнее. Это если сравнивать эти наушники уже с более серьезными, динамическими и гибридными моделями. И там голос звучит прямо богаче и тембрально естественнее, но уже без какой-то лишней окраски. А вот здесь же все-таки есть такое небольшое, легкое и заметное упрощение, которое при внимательном прослушивании, конечно же, можно уловить. По крайней мере, я на это сразу обратил внимание. Но думаю, что для большинства начинающих аудиофилов в этом хобби это все же не испортит общее впечатление от этих наушников. В общем, середина у них получилась цельной, насыщенной и энергичной, но достаточно чистой и с хорошей читаемостью. Да так, чтобы музыку вам хотелось слушать как можно больше и чаще. Ну а высокие частоты тут получились яркими, техничными и детальными, и они прямо сразу обращают на себя внимание, особенно за счет того, как подчеркиваются тарелки и верхняя перкуссия, благодаря чему вам также хорошо слышны послезвучия, реверберация на фоне и есть то самое ощущение воздуха и пространства. Поэтому звук не кажется вам каким-то зажатым или глухим, и подача здесь скорее получилась легкая и воздушная, чем темная или сглаженная. Верх открытый, с хорошей прозрачностью и в целом создает ощущение такого уже более светлого звучания. При этом детализация находится на действительно хорошем уровне, особенно если учитывать их ценовой сегмент. Но при этом стоит учитывать, что такой акцент на высокие частоты может быть уже немного на грани, поскольку на более высокой громкости лично у меня все же иногда появляется ощущение, что их чуть многовато, и они начинают слегка доминировать. Да, это, конечно, не столь прям критично, но это именно то, на что я сразу обратил внимание при первом прослушивании. И даже после прогрева я все равно замечал, что высокие частоты в некоторых треках слегка доминируют. Но опять же, нужно понимать, что все сильно зависит от сведения и качества самой записи. И это, друзья, конечно, нужно учитывать. Но тем не менее, на мой взгляд, высокие частоты получились очень даже достойными. Они яркие, достаточно чистые, с хорошей детализацией и воздухом. Они добавляют звучанию открытости и живости, и в рамках своей цены это реально приятно удивляет. Но звуковая сцена тут, конечно, не какая-то сверхширокая там или искусственно раздутая, но при этом она ощущается очень естественной и сбалансированной, потому что банально тут есть оптимальная ширина и глубина, и все пространство воспринимается более-менее правдоподобно. И при прослушивании сразу замечаешь, что сцена подается очень комфортно и понятно, потому что звук тут не был зажат в одной точке, но при этом нету какой-то и лишней растянутости. Все выстроено аккуратно и очень гармонично, и за счет этого создается то самое натуральное ощущение пространства, когда ты погружаешься уже в музыку и не думаешь, где и что там играет. К тому же локализация держится тут реально на хорошем уровне, все источники звука фиксируются четко, без размытия и при этом естественно вписываются в сцену, да так, что вам легко различить их положение в пространстве. Да и сами планы тоже читаются уверенно, передний, средний и задний слои не смешиваются, и остается такое хорошее ощущение глубины и разделения, которое только добавляет еще больше естественности и делает прослушивание для вас более понятным. В общем, сцена получилась очень комфортной и с правильной подачей, которая не пытается тебя сразу там чем-то удивить, а просто аккуратно поддерживает общее звучание, делая его цельным и приятным для длительного прослушивания. Ну и в итоге я пришел к тому, что TRN Dolphin — это очень интересные динамические наушники с живым, энергичным и ярким характером, за счет чего они буквально сразу вовлекают вас в музыку. И поэтому я думаю, что такие наушники просто прекрасно подойдут тем, кто любит динамичное и светлое звучание и хочет просто включать трек за треком, не думая там о каких-то явных компромиссах, особенно когда речь идет о таком бюджете, как $20. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорого.
скорых встреч в новых обзорах.